Доброе утро, дорогие друзья. У меня 9 утра. Я закончила свою прогулку, пробежку вдоль набережной. У нас еще немного дует ветерок, но в целом погода прекрасная, и днем становится даже жарко. Я думаю, что скоро лето. В Стамбуле оно приходит очень быстро и внезапно. Я очень рада, что вы возвращаетесь ко мне на канал. Пока он еще совсем небольшой, но постепенно он растет, и нас становится все больше. Я вам за это очень признательна, благодарна. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Оставайтесь со мной. Я постараюсь сделать контент еще интереснее. И в этом видео далее вы увидите и найдете рецепт чудесного мраморного кекса, который я делаю из старых мягких бананов. Я их не выкидываю, всегда использую. Какое прекрасное солнце. А также второй рецепт, это будет салат из запеченной пряной тыквы с сыром горгонзолой и рукколой. Очень вкусный. Рекомендую вам его приготовить. Особенно в сезон тыквы. У меня она сейчас остается периодически. Ее тут очень долго продают, поэтому проблемы нет. Ну и видео будет немного цветущего Стамбула, потому что сейчас сезон цветения тюльпанов во всех парках. И это очень красиво. Я пока буду делиться этим. Немного моих мыслей, немного моих будней, каких-то кулинарных советов. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. И спасибо вам, ребята. Отличного дня. Обожаю спальные районы Кабикёя. Они такие зеленые, солнечные, аккуратные, ухоженные. Посмотрите, какие газоны. Какое счастье жить в этом районе и наслаждаться этим. На фоне всегда звуки стройки, потому что здесь постоянно перестраивают старые дома. Реконструируют их, реновации проводят, поэтому постоянно фоном какой-то шум идет вокруг. Итак, начнем готовить с вами кекс. Для начала нам нужно смешать все сухие ингредиенты. Начнем с муки. Понадобится нам 380 грамм пшеничной муки, либо вы можете смешать 280 пшеничной и 100 грамм миндальной, либо любой другой муки по вашему усмотрению. Далее мы добавим с вами сахар. Я буду использовать сахар Демерера 100 грамм. Можете добавить меньше или больше. Можете использовать заменитель сахара. Добавим немного обычной соли. Чайную ложку разрыхлителя. И перемешаем наши сухие ингредиенты. Далее мы с вами отмерим сливочное масло. Нам нужно 150 грамм. Практически идеально. Плюс 6 грамм, ничего страшного. Я сейчас его доведу до размягченного состояния. То есть при комнатной температуре оставлю его. Нарежу на кусочки и добавлю к сухой смеси. Для того, чтобы ускорить этот процесс, беру листы в сторонку и просто нарежу масло на кусочки. Так оно быстрее станет мягким. Такой метод я использую всегда, когда мне нужно размягченное, не растопленное сливочное масло. Мы будем создавать с вами крошку с сухими ингредиентами. Размягченное сливочное масло я добавляю к нашим сухим смесям. И при помощи пальчиков, либо миксером, нужно будет сделать вот такую крошечку. Я люблю это делать руками, чтобы ощущать, что каждый комочек, каждый кусочек масла соединен с мукой. Получается такая песочная основа. Получилась вот такая замечательная крошка. И мы сейчас с вами перейдем к влажным ингредиентам. Итак, нам с вами понадобится 420 грамм мякоти бананов. Бананы в идеале вот такие перезревшие. Они оптимально подходят для бананового хлеба или банановых кексов, банановых пирогов. В общем, любой банановой выпечки. Добавим сок лимона.
20 миллиграмм. И при помощи знакомого всем гаджета мы делаем пюре. Банановое пюре. Перезревшие бананы очень легко поддаются этому. Поэтому толкушка самое лучшее приспособление. Но также можно, конечно, делать это вилочкой, если бананы перезревшие. Это очень легко сделать. Можете пробить также блендером. Но в таких кексах очень круто и очень здорово, когда есть небольшие кусочки бананов остаются и создают фактуру для вашего кекса. Для рецепта нам понадобится 3 яйца, комнатной температуры обязательно. Вводим по одному. Также я добавлю ванильный ароматизатор. К сожалению, ванильных стручков у меня нету сейчас и ванильного сиропа, поэтому заменю пока вот таким ванильным ароматизатором. Практически весь он ушел. Перемешиваем. И добавляем постепенно сухие ингредиенты. Нашу крошку со сливочным маслом. Ну что, получилась у нас вот такая смесь. Достаточно плотная. Сейчас мы ее разделим на пропорции где-то 40-60. Можно меньше, можно больше. В общем, как вы больше любите. И к одной из частей мы добавим какао. Поэтому у нас получится цветной кекс под названием зебра. Еще его называют мраморный кекс. Вот в таких пропорциях я разделила наше тесто. И туда, где меньше, я добавлю какао. У нас с вами готовят две аппетитнейшие массы. Шоколадная, банановая. Сейчас мы будем с вами формировать наш кекс. Но заранее обязательно разогрейте ваш духовой шкаф до 180 градусов. Выпекать я буду вот в такой форме. Предварительно смажу все сливочным маслом, чтобы наш кекс легко доставался из формы, не прилипал. Вообще форма у меня это немного уже старенькая, и пора бы ее уже заменить. По возможности я это и сделаю. Но пока то, что есть. Вот я смазала сливочным маслом и сейчас присыплю еще мукой. Это получается такая тонкая прослоечка, которая позволяет не прилипать выпечки к форме. Обсыпаем мукой по всем стеночкам, по периметру, и остатки удаляем. Вот так это выглядит. Ну, приступаем. Первый слой у нас будет, конечно же, банановый. Здесь не обязательно, чтобы было все идеально. Следующий слой шоколадный.
Снова шоколадный. И чтобы у нас с вами получился более красивый внутренний рисунок в виде мрамора, нам нужно с вами вот так вот взять и прокрутить наше тесто по кругу, по часовой стрелке. Тогда наши два вида теста смешаются, и рисунок будет более волнообразный. Ну что, поспешим запекать наш кекс. Ну что, кекс готов. Вот так он выглядит. Результатом я довольна. Он очень хорошо поднялся. Он пропекся. Я это вижу по нему. Но теперь нужно посмотреть в разрезе, правильно ли мы сделали пропорцию белого и шоколадного теста, или все-таки нужно меньше шоколадного. Посмотрим, вышла ли у нас зебра. Ну что, разрежем. Ну что, по-моему, вышло идеально. Я очень довольна. Именно то, что и требовалось. Мраморная фактура зебры. Вот так он выглядит в разрезе. И он достаточно влажный, потому что в нем много бананов, которые дают влагу, и сливочное масло, конечно же. Будем сервировать его с мороженым. Доброе утро. 7:00. Я на утренней пробежке, прогулке рядышком с морем. С каждым днем все теплее, что не может не радовать. С такими видами утром заниматься спортом особое удовольствие. Я, конечно, далековато от дома, поэтому беру с собой рюкзак с какими-то необходимыми вещами. Но он очень легкий, ничего сложного. Давайте с вами посмотрим, что продают в цветочных магазинах. Сейчас раннее утро. Еще так тихо в магазине. На улице, конечно же, шумно. Герань. Лютики ранункулюсы двух цветов. Ой, какие красивые. Здесь что-то похоже на хризантемы. Ой, тоже очень красивые цветы.
этот цвет особенно мне нравится. Такой темный. Не знаю, как это называется, но мне это очень нравится. Красавица петуния уже всех цветов. Клубничка. С ягодками некоторые. Ох, какой красивый бонсай. Здесь лаванда, тимьян, большие красивые горшочки, розмарин, тоже хорошие кустики очень. Но мне нужен зеленый базилик, я его никак не могу найти нигде. Тем временем я нашла то, что долго искала. Здесь это называется ада чаи. Турки в основном его заваривают в чай при простудах, болезнях каких-то, да просто в простонародье это шалфей. Я, конечно, его буду использовать и в чай, и как добавку, приправу ароматную к разным блюдам. Шалфей, например, в Италии его даже во фритюре жарят. Настолько он знаменит. Так что пойдет со мной домой сейчас он. А еще я нашла вот такой тимьян. Посмотрите, весь в цвету. Шикарный. Цветущий тимьян. Очень вкусно пахнет. Сейчас мы такой заберем тоже с собой. Посадим на балкон, и будет он нас радовать. Свежий утренний семит к завтраку. Пойду будить дочь. Здесь у меня цветочки. Чудесное субботнее утро, которое началось в 7 утра. И вот около 10 я только возвращаюсь домой, но уже с какими-то покупочками, с проведенным спортом, с хорошим настроением. После пробежки, после насыщенного утра, пора подкрепиться. Я безумно голодная. Купила свежие семиты. Вот они, хрустящие, настоящие. К семитам, конечно же, мед, каймак, сливочное масло. Здесь такая турецкая история. Тахинная паста соединяется с виноградным пикмезом.
Здесь, конечно же, овощи в традиционном стиле турецком, яйца отварные, капучино на кокосовом. И вперед! Мне кажется, я никогда не показывала свой маленький огород, точнее балкон. Давайте я покажу, что у меня здесь растет. Но вообще в ближайший месяц я буду делать здесь ремонт, потому что вот это, облезли стены. Вообще мы это красили 3 года назад или 2,5 года назад. Но сделали это неправильно. И сейчас я хочу полностью поменять цвета и перекрасить его. Ну а что у меня тут растет? Огород я свой очень люблю, трепетно к нему отношусь. Здесь у меня пилея, растение такое. Очень хорошо в этом году оно мне разрослось, потому что я не заносила на зиму домой. И, в принципе, оно хорошо перезимовало. И вот так оно красиво смотрится. Здесь вторая пилея растет. Что еще? Очень много пряных трав у меня на балконе. Здесь мята. Розмаринчик. Я его постоянно подстригаю, чтобы он в ширину рос, а не в высоту. Здесь у меня алоэ вера. Только вот я его пересадила, отсадила младенца. Вот он тоже в себя приходит. Олива здесь у меня достаточно большая уже. И в этом году будет прям у нас... В том году у нас было всего 2 ягодки оливок. А в этом году будет хороший урожай, так как вот я вижу много цветения. Это вот вся часть, вся в цвету будет. Также у меня здесь вот такой жасмин мелкий, очень ароматный. Это у меня бигонвилия, но она только-только набирает почки. Она начинает зелень давать чуть-чуть попозже, чем все остальные, пока вот она в таком состоянии. Здесь у меня лаванда новая. В том году у меня лаванда от жары засохла. Даже на балконе. Поэтому мне пришлось посадить новенькую. Это сегодняшние покупки у меня. Купила я шалфей. Так, кто-то у меня стучится. Шафран, заходи, не стесняйся. Ну, заходи. Шалфей. Сейдж на английском и на турецком адачи. Очень давно за ним охотилась. Что-то так редко встречала, где он продается. И вот сегодня поймала. Очень его люблю, он очень ароматный, вкусный. Здесь я проращиваю зеленый базилик. Маленькие точечки только вылезли. Это я купила. Ой, Шафран пришел воздухом дышать. Это я сегодня купила тимьян. Очень вкусный, ароматный. Как раз он весь в цвету. Здесь я посадила фиолетовый базилик. Хорошо так ряд солдатиками растет. Да, Шафран, согласен? Также я в этом году первый раз посадила клубнику. Хочу попробовать, как она себя будет здесь чувствовать. Вот Шафран оценивает. И здесь у меня герань. На турецком языке она называется сардунья. Здесь у меня персиковый цвет. Ярко такой розовый. Беленький. И вот этот красивый тоже будет цвет. По-моему, персиковый какой-то. Да, Шафран, согласен? Ой, ты мой золотой. Ой, он у нас трусишка такой, всего боится. Когда я здесь выходит на балкон, он так шарахается все время. Вот любого шороха боится. Трус он у нас. Так что вот, ждите скорую переделку балкона. В ближайшие, наверное, 2-3 недели займусь этим. И сниму специально для этого видео before-after, до и после. Как это будет выглядеть. Иди наш. Ну, кто такой хороший? Привет, друзья! Сегодня вот такая замечательная солнечная погода. И я даже сегодня открыла окно настежь. У меня, конечно, здесь москитная сеточка, которая защищает от насекомых. Но уже тепло, и можно работать с открытым окном. Итак, хочу сегодня приготовить замечательный салат из тыквы. Тыква у меня баттернат сквош, мускатная тыква. Будем ее нарезать, запекать и добавлять в запекание разные травы, специи. Вот я уже сорвала с моего подоконника розмарин, который сейчас весь в цвету. Также тимьян.
Видите, один кустик выше, другой ниже, потому что я маленький подсадила в этом году. И вместе им будет гораздо лучше и пышнее будет казаться внешне. Ну что, начнем нарезать. Тыкву нужно нарезать на вот такие колечки. Так будет проще нарезать ее на кубики и очистить внутренние семечки. Ну и, конечно, нужно почистить саму кожурку, шкурочку с тыквы специальным острым ножом. Здесь в Турции очень любят пользоваться вот такими маленькими ножами. Самые ходовые ножи здесь овощные. В любом хозяйственном магазине продаются эти наборы по 4, по 5 штучек. Либо вот такой экономкой, овощерезкой. Можно также счищать, но мне удобнее таким ножом. И теперь зачищенные кусочки тыквы нам нужно просто нарезать на кубики вот такого размера для запекания. Так, теперь мы с вами отправим нарезанную тыкву в глубокую емкость, чтобы соединить с маслом, со специями. Добавим молотую корицу. Можно также положить палочку корицы, запечь, если не любите яркий сильно вкус, когда насыщенный. Мускатный орех у меня. Также натрем его. Травки с подоконника. Розмарин и тимьян. Далее добавим мед. Можно использовать кленовый сироп, если он у вас есть. У меня, к сожалению, он закончился, поэтому я использую обычный мед. Конечно же, соль, черный перчик, далее добавим оливковое масло. И хорошо все перемешаем. Пергамент. И выкладываем тыкву. Так, ставим нашу тыкву запекаться где-то на 35-40 минут при 180 градусах. До готовности, до румяной корочки. Периодически можно перемешивать, переворачивать. Но я думаю, что это вовсе не обязательно. Она и так дойдет до готовности при такой температуре самостоятельно. Тыковка готова. Теперь будем собирать салат. Для салата я буду использовать 2 вида орешков. Здесь у меня миндаль и фундук. И даже попался грецкий. Ну, ничего страшного. Один попробуем. Крупно их порубим. Можете использовать для этого большую ступку, если у вас такая есть. У меня ступки маленькие, поэтому мне проще нарезать ножом. Если у вас орехи не обжаренные, можете подсушить их на сковороде или в духовке. У меня даже фисташка попалась. В классическом рецепте салат идет вот тыква, орешки, сыр. А я хочу добавить рукколу. Мне кажется, это классное сочетание пряной горькой рукколы и сладкой тыквы. Рукколу я промыла, просушила на полотенце бумажном. И сейчас в свободном стиле порву ее руками. Далее мы выложим
готовую запеченную тыкву сверху. Ну и следующий этап — это сыр. Как я уже говорила ранее, сыр можете использовать по своему вкусу. Брынза, фета, буррата, моцарелла, выдержанные сыры. Я сегодня буду использовать горгонзолу, итальянский сыр, который мы очень любим, и который отлично сочетается с тыквой, со сладенькой. Покрошим горгонзолу произвольно. Далее присыпем нашими орешками готовыми, порубленными. И польем немного медом. Немного оливкового масла. И вуаля, салат готов. Вот на таком красивом солнышке. Вот такие лучики у меня на лице. И будем дегустировать салат, который просто как солнышко. Посмотрите, как светит сильно. Ну да ладно. Итак, тыквенный салат с сыром горгонзола, хрустящими орешками и рукколой в пряных специях. Сыр горгонзола, в нем есть такая, как это объяснить, с одной стороны он сливочный, а с другой стороны он остренький даже немного. Вообще их несколько типов. Сыр горгонзола бывает дольше, сладкий, мягкий, и бывает более сильный по вкусу. Вот это именно он, я думаю. Хрустящие орешки, пряная тыква, корица, мускатный орех, мед. Если будет кленовый сироп, будет еще вкуснее. И пряный сыр горгонзола очень вкусно вместе. Я еще не добралась до рукколы. Наверное, этот салат больше осенний. Все-таки тыква — это осенний овощ. Но если у нас есть тыква, почему бы не приготовить этот салат сейчас, весной? Невозможно остановиться, очень вкусно. Рекомендую вам его приготовить.